Приветствую вас на канале Книги, Истории, Факты. В этом видео я хочу рассказать 30 тайн мира, которые никто не объяснит. Прошу поставить лайк сейчас до просмотра видео, это очень важно для нас. Вы всегда сможете его убрать, если видео вам не понравится. Начнем. 1. Мы родом с Марса? Если посмотреть на фотографию Марса, то можно заметить, что некое космическое тело оставило, так сказать, шрам на его поверхности. Одна из существующих гипотез, что раньше Марс был пригоден для жизни и на нем существовала высокоразвитая цивилизация, которая заблаговременно обнаружила приближающуюся опасность. После этого было осуществлено экстренное переселение на Землю. В пользу такой гипотезы говорят два факта. Проводился эксперимент по проживанию человека в изолированном помещении без часов и окон для определения оптимального для него цикла сна и бодрствования. При этом у него устанавливается цикл сна и бодрствования продолжительностью не 24 часа, а 24 часа 37 минут, что соответствует длительности суток на Марсе. Человек – единственный вид на Земле, который страдает варикозным расширением вен, что говорит о том, что наш организм плохо приспособлен к земной силе тяжести, которая, как известно, выше, чем на Марсе. 2. На Марсе обнаружен, так сказать, гриб. Известный виртуальный археолог Скотт Уоринг сделал новое открытие, разглядывая по своему обыкновению снимки марсианской поверхности, которые вот уже 21 год присылают исследовательские роверы, обнаружил на одном из них гриб. И не какой-нибудь сомнительный вроде бесформенной массы, а очень убедительный, с ножкой и шляпкой. Снимок сделал марсоход Curiosity в кратере Гейла 19 сентября 2013 года, на 398-й день своего пребывания на соседней планете. Решительный Скотт, наткнувшись на гриб только сейчас, тут же объявил, что на Марсе наконец-то обнаружена жизнь. Но многие пользователи сети не согласны с ним и считают, что гриб, скорее всего, представляет собой причудливо выветренную породу. Хотя и все-таки потрясающе похожую на настоящий гриб. А что думаете вы? 3. В пустыне Сахара обнаружили летающую тарелку. Скотт Уоринг, виртуальный археолог из Гонконга, разглядывая снимки с нашей и других планет, регулярно находит разнообразные объекты, которых, по его мнению, быть там не должно. Например, летающих тарелок. Больше всего Скотт нашел их на Марсе, на фото, переданных космическими станциями с орбиты, и на тех, которые марсоходы присылали с поверхности. А недавно он разглядел тарелку на Земле, в пустыне Сахара, недалеко от города Бордж-Омар-Дрис на востоке Алжира. Он не сомневается, что там, в этом месте, идут реальные археологические работы. Конкретно раскапывают потерпевшую аварию летающую тарелку, конечно же, инопланетную. Откопан весь ее чуть конический диск и купол в центре. Пользуясь снимком, Скотт обмерил археологическую площадку и заявил, что объект лежит на глубине 10,5 метров. С учетом того, что слой песка в Сахаре ежегодно становится толще примерно на полмиллиметра, тарелка оказалась там не менее, чем 21 тысячу лет назад. 4. Почему так много древних построек ориентированы на созвездие Орион? Еще в XIX веке, когда астрономы начали массово наблюдать за небом в свои телескопы, их озадачил тот факт, что многие, или даже почти все, древние сооружения, а также мегалиты, ориентированы на определенное место на небе, созвездие Орион. Это странное открытие заставило многих из них поверить в то, что эти структуры должны иметь какую-то связь со звездами, то есть они должны были быть ориентированы на Орион по какой-то важной причине. Одной из популярных точек зрения среди историков и других ученых стало то, что древние люди, поклонявшиеся богам, считали, что те явились со звезд, а именно с созвездия Орион. Но почему было выбрано именно это созвездие, до сих пор непонятно. Созвездию Ориона в самом деле уделяют очень важное место во многих древних обсерваториях, звездных календарях и других памятниках.
ориентированных на положение звезд. Есть смелое предположение, что самым древним изображением Ориона является рисунок человечка с раскинутыми руками, вырезанный на бивне мамонта и датируемый 32 тысячами лет. А некие российские исследователи, изучавшие древние гиперборейские святилища на Кольском полуострове в Белом море, мегалитические комплексы и каменные лабиринты, однажды связали на карте места расположения самых крупных таких святилищ, и получившаяся схема очень напомнила им созвездие Ориона. И таких мест еще очень и очень много в разных странах и разных частях света. Что могло заставить древних людей, живших очень далеко друг от друга, так сильно почитать определенное созвездие? Может быть, очень давно, так сказать, боги, пришельцы, действительно прилетали оттуда на Землю. 5. Нубийское яйцо. Неудобный артефакт. В одной из гробниц, недалеко от Асуана, было найдено страусиное яйцо, вернее скорлупа, а на ней рисунки. А рисунки непростые, там нарисованы 3 пирамиды и рядом с ними зигзагообразная линия, изображающая реку. И в чем же дело, спросите вы? А в том, что этому погребению порядка 7000 лет. А на яйце этом нарисованы пирамиды, которые, по версии официальной истории, были построены только 2500 лет спустя, и река Нил. Ведь современная египтология датирует возраст самой старой пирамиды порядка 4,6 тысяч лет. Это пирамида работы архитектора Имхотепа по заказу фараона Джосера. Другие пирамиды еще моложе. В общем, налицо яркое доказательство того, что пирамиды гораздо старше, чем нам говорят историки. А это, скорее всего, означает, что фараоны нашли, а не строили эти пирамиды. Они их, по всей видимости, только реставрировали, а сами эти пирамиды были построены гораздо раньше. Но кем? Вопрос без ответа. 6. Археологи сообщили о вторых скрытых структурах под пирамидами Гизы. Группа исследователей из Шотландии и Италии вновь удивляет новыми открытиями, связанными с загадочными структурами под знаменитыми пирамидами Гизы. Ранее весной исследователи заявили, что с помощью радиолокационного оборудования они зафиксировали ряд необычных объектов глубоко под землей под пирамидой Хефрена. Теперь они утверждают, что аналогичные конструкции обнаружены и под соседней пирамидой. Теперь итальянско-шотландская исследовательская группа утверждает, что высокочастотные сигналы показывают наличие тех же конструкций под пирамидой Менкаура, причем точность результатов достигает 90%. По мнению экспертов, это свидетельствует о существовании обширного подземного комплекса на глубине около 600 метров. Сооружением, как предполагают первооткрыватели, примерно 38 тысяч лет. Назначение неизвестно. По словам ученых, на данном этапе они собирают информацию для тщательного изучения этого вопроса. Несмотря на столь смелые утверждения, сообщество археологов продолжает относиться к ним скептически. Требуются физические раскопки, которые бы подтвердили существование каких-либо скрытых объектов под пирамидами. Однако египетские власти категорически запрещают какие-либо раскопки под или рядом с пирамидами. 7. Кого изображают нефритовые статуэтки древней культуры Хуншань? Таинственная культура Хуншань возникла приблизительно 6500 лет назад на землях, лежащих между внутренней Монголией и современными китайскими провинциями Ляньин и Хэбэй. Расцвет ее пришелся на 4700-2900 годы до нашей эры. В конечном счете именно люди культуры Хуншань, как предполагается, создали первое государственное образование на территории Китая. Они первыми начали обрабатывать нефрит, вырезая из него удивительные по совершенству фигурки и украшения. По-видимому, они считали его священным камнем, поскольку нефритовые изделия часто находят в могилах, относящихся к этой культуре. Считается, что именно в эпоху Хуншань в Китае зародился культ дракона.
Известно, например, что люди Хуншань, подобно некоторым другим народам древности, строили пирамиды. Одну из таких пирамид китайские археологи обнаружили в 2001 году на севере Китая, в области Внутренняя Монголия. На вершине этого трехъярусного сооружения найдены руины алтаря, каменная статуя богини высотой в человеческий рост и 7 захоронений. В погребениях, а также поблизости от алтаря, отыскалось немало нефритовых украшений и статуэток. Некоторые из фигурок изображают существ, совершенно не похожих ни на одного современного обитателя нашей планеты. В попытках объяснить их символику ученые просто сломали себе головы. Кто-то полагает, что это изображения демонов или духов, связанные с шаманскими ритуалами. Кто-то видит в них стилизованные изображения свиней. Свинья в культуре Хуншань являлась священным животным. Другие считают, что это просто люди в страшных масках. Есть предположение, что речь здесь может идти о каких-то мифологических существах, связанных с культом изобилия, а может быть, в таком виде люди культуры Хуншань представляли себе бога солнца. В кругах приверженцев паранормального бытует мнение, что нефритовые фигурки культуры Хуншань изображают космических пришельцев, и сторонников этой гипотезы можно понять, уж слишком не по-земному выглядят странные статуэтки. 8. Археологи нашли обувь великана возрастом 2000 лет. На раскопках древнеримского форта археологи подняли со дна рва кожаный ботинок, чей размер удивил даже современных специалистов. Обувь, пролежавшая почти 2000 лет в болотистой почве возле поселения Магна, принадлежала настоящему великану. Длина подошвы составляет 48 сантиметров. Необычную находку сделали в ходе раскопок так называемого ломателя лодыжек, узкой и глубокой оборонительной канавы, специально устроенной так, чтобы атакующий враг мог застрять и получить травму. Кроме ботинка, археологи нашли еще несколько фрагментов обуви, некоторые с подковообразными гвоздями на подошве, сохранившихся благодаря влажной, бескислородной среде. Судя по длине башмака, его носитель мог быть настоящим Голиафом среди легионеров. Такие размеры – редкость даже по современным меркам, не говоря уже о римской эпохе. Кто был этот великан и чем он отличался от других легионеров, теперь будут выяснять археологи и кожевенные эксперты. Впереди анализ структуры подошвы и попытки узнать, была ли подобная обувь редкостью или же случайной индивидуальной работой мастера. 9. Нечто под льдами Антарктиды испускает радиосигналы. Антарктическая импульсная переходная антенна впервые зафиксировала странные радиосигналы, которые пришли откуда-то из-под льдов. Где-то там под толщей антарктического льда находится нечто, что испускает эти сигналы. И ученые пока вообще не могут понять, с чем они столкнулись. В 2024 году антарктическая антенна Анита, предназначенная для изучения космических лучей, обнаружила аномальные радиоволны, идущие под необычным углом в 30 градусов ниже поверхности льда. Ученые провели масштабный анализ данных обсерватории Пьера Аже в Аргентине, охватывающих период с 2004 по 2025 год. Но ни один из известных науке процессов не смог объяснить природу этих сигналов. Надежду на разгадку тайны может дать новый эксперимент PUYO Payload for Ultra High Energy Observations, который скоро начнется в Антарктиде. Усовершенствованные детекторы, используемые в PUYO, в 10 раз чувствительнее Анита. Физическое сообщество в данный момент разделилось во мнениях. Часть ученых склоняется к версии о системной ошибке оборудования. Другие же допускают, что речь может идти о принципиально новом физическом явлении. Уфологи и конспирологи считают, что, возможно, объект, испускающий данные сигналы, принадлежит к древней или инопланетной цивилизации. 10. Статуя Тлалока – загадочный монумент. Тлалок – ацтекский бог дождя и грома. По совместительству также отвечающий за огонь и сельское хозяйство.
Как и многие боги в других культурах, считалось, что Тлалок обитает на вершинах гор. На первый взгляд ничего необычного, а скорее наоборот, обычное божество, схожее описание которого есть по всему миру. Однако одна история, связанная с данным персонажем, все-таки выделяет его из числа прочих. А именно история монументальной статуи бога Тлалока, что нынче украшает собою вход в Национальный музей антропологии и истории города Мехико. Когда именно появилась на свет статуя Тлалока, сказать сейчас трудно. По некоторым данным, в V веке нашей эры, однако датировка эта косвенная и по сути мало что значит. Кроме того, в это время не было самих ацтеков, что дополнительно вызывает вопросы не только к датировке, но и к тому, кого изображает статуя, а также кто именно ее создал. Многие столетия, а быть может и дольше, монумент лежал в зарослях растительности на дне высохшего русла реки недалеко от небольшого поселения Сан-Мигель-Катлинчан рядом с Тескоко. И продолжал бы пребывать там, если бы в конце XIX века не был обнаружен при рытье канала для орошения. Почти век спустя, в 1964 году, власти Мексики решили перевести его в столицу, чтобы украсить статуей бога дождя вход в недавно открытый Национальный музей антропологии и истории. Однако сделать это было непросто. Для транспортировки был сооружен специальный пандус, благодаря которому монумент удалось погрузить на огромную платформу. Перевозили же ее, используя сразу два тягача. Транспортировка древнего божества проводилась в засушливый для Мексики сезон, когда на территории штата Мехико выпадает мало осадков. Однако в день прибытия монумента в столицу разразилась сильная гроза с проливным дождем, что довольно суеверные мексиканцы, особенно из числа тех 25 тысяч человек, что встречали Тлалока на улицах города, связали ни с чем иным, как с реакцией божества на изменение места своего пребывания. Однако была ли эта реакция положительной или отрицательной, так и осталось неизвестным. В настоящий момент статуя, окруженная фонтаном, по-прежнему украшает собой вход в главный музей Мексики, поражая своими размерами туристов со всего мира. Такова краткая история монумента Тлалока. Однако слишком много в ней белых пятен, порождающих целую массу вопросов. Например, откуда был вырезан 168-тонный андезитовый монумент? До сих пор карьер так и не был найден. Как вообще ацтеки или любые другие племена индейцев, если все-таки ацтеки здесь окажутся ни при чем, транспортировали статую, не зная по официальной версии даже колеса? Почему монумент лежал на спине и именно в таком виде ему поклонялись, хотя очевидно, что статуя должна была стоять вертикально? Каким инструментом велась обработка? Учитывая, что монумент был найден в русле реки, а также странные элементы конструкции, вроде массивной задней части статуи и, так сказать, ритуального отверстия в верхней, можно предложить версию, что монумент Тлалока был ничем иным, как опорой древнего моста через ту самую пересохшую реку. Однако в таком случае у каменного божества должен был быть брат-близнец и, быть может, даже не один. Но никаких серьезных археологических раскопок в районе Тескоко пока что проведено не было. 11. В мексиканской пещере найдены артефакты, подтверждающие контакты майя с инопланетянами. Существует старинная индейская легенда о том, что где-то между мексиканскими городами Веракрус и Пуэбло с незапамятных времен спрятан корабль людей, прилетевших с неба. В поисках подтверждений группа археологов решила проводить исследования в этих местах. В одной из пещер они обнаружили золотые предметы и таинственные артефакты, камни, на которых изображены объекты, похожие на космические корабли, а также странные существа с удлиненными черепами и большими овальными глазами. Ученые считают эти рисунки бесспорным свидетельством сотрудничества древних индейцев с инопланетянами. Камни содержат много разных символов, и их ученым еще только предстоит расшифровать. Серию артефактов символически назвали «первой встречей».
Изображения настолько красноречивы, что у многих скептиков закрались сомнения в их подлинности. Но если камни с резьбой не подделка, то они являются очень ценным открытием, доказательством палеоконтакта. По словам Хосе Агуайо, сотрудника Национального института антропологии и истории, артефакты из пещеры противоречат той части официальной науки, где речь идет о происхождении и развитии человечества. 12. Древние мегалиты горы Каратак, следы неизвестной цивилизации. В окрестностях Красноярска расположена загадочная гора, русские называют ее «Черная сопка», а местные хакасы и сибирские татары называли ее Каратак, Кара, Черный, так или Дак, гора или скала. Это самая высокая вершина Таргашинского хребта, которая входит в систему западных Саян, Южно-Сибирские горы. Черный цвет данной сопки придают древние вулканические минералы, которые были выброшены на поверхность многие миллионы лет назад вместе с лавой. В частности, это субвулканическая интрузия, являющая собой шток раннедевонского периода. Древний вулкан появился на этой земле почти 400 миллионов лет назад, в период раннего Девона палеозойской эры. В ту древнюю эпоху начали формироваться Саяны и основная часть южно-сибирских гор. Также на Черной сопке есть месторождение диорита. На самой Черной сопке и в ее окрестностях несколько десятков небольших курганов, древних селищ и могильников. Также на ней были священные места местных народов. Местные жители считают, что сама вершина Каратага искусственного происхождения, там найдены мегалиты и каменные блоки, которые подвергались механической обработке. Археологические изыскания в районе этой горы стали производить еще в начале XIX века. Тогда и были обнаружены различные курганы, принадлежащие неизвестному чудскому народу, который по легенде ушел под землю. Один известный археолог XIX века Фридрих фон Страленберг первым производил раскопки на Каратаге и исследовал загадочные камни и мегалиты этой горы. Он впервые сделал вывод, что окружающие Красный Яр, Красноярск, сопки состоят из гигантских камней, имеющих следы тщательной механической обработки. Он также предположил, что многие сопки в этих местах могут представлять собой настоящие пирамиды, сложенные неведомыми народами в сакральных или культовых целях на вершинах природных гор. Особенно примечательны блоки из черного диорита и порфита, многие из них с ровными краями и гранями. Есть мегалиты прямоугольной формы, в некоторых камнях найдены круглые, квадратные и треугольные отверстия. Тут явно поработала не природа-мать, а умелые руки какой-то древней цивилизации. При этом следует учитывать, что диорит – это минерал, появившийся из застывшей лавы, это один из самых твердых камней на Земле. Чтобы обработать и выточить такие мегалиты, нужны умения, знания и хорошие инструменты. 13. Отчет об НЛО из 1915 года. Документ МВД от 9 февраля 1915 года. Докладываю вашему высокопревосходительству, что среди населения Петропавловского уезда циркулируют слухи о появлении вблизи сел в ночное время каких-то таинственных огней. 30 минувшего декабря замечен конусообразный огненный столб желтовато-красного цвета, перепоясанный посередине черной полосой. Через некоторое время столб исчез, и на его месте появилось 3 огненных шара. 14. Что забросило 1200-тонный валун на вершину горы? Ученые из университета Квинсленда обнаружили необычный гигантский камень размером с двухэтажный дом. Удивило их расположение валуна. Он находился на вершине скалы, но при этом состоял из породы, которая не соответствует материалу, характерному для этой местности. Исследование с подключением компьютерного моделирования позволило определить происхождение этого камня, масса которого оценивается в приблизительно 1200 тонн. Анализ показал, что камень не состоит из той породы, которая характерна для скалы, на вершине которой он находится.
Большую его часть составляет известняковое брекчие, сформированное коралловыми рифами. То есть валун имеет прибрежное происхождение. Дальнейшие исследования позволили найти место, откуда камень взялся. В скале на берегу ученые нашли 30-метровую расщелину. Она находится в 200 метрах от текущего положения валуна, имеющего размер 14 на 12 на 7 метров. Установили и его возраст – 6891 год. Тогда люди еще не заселили Тонга, так удалось восстановить картину произошедшего. Валун, вероятно, выбила мощная волна цунами, которая занесла его на вершину скалы. Компьютерное моделирование показало, что высота волны должна была превышать 50 метров. Ее прохождение на скорости до 113 км в час заняло примерно 1,5 минуты. 15. Звенящие камни Пенсильвании. В Пенсильвании, США, есть загадочное место. Там находится целый парк звенящих камней. На видео обычные на вид булыжники превращаются в настоящие музыкальные инструменты, издавая мелодичный металлический звон при ударе. Но как такое возможно? Ученые называют эти камни литофонами, но до сих пор не могут объяснить их уникальные акустические свойства. Почему именно эти камни и именно в этом месте звучат так необычно? Предполагается, что секрет кроется в особой структуре, хотя внешне это действительно совершенно обычные булыжники. Удивительно, но некоторые из этих камней издают настолько чистые тона, что используются даже в настоящих концертах. 16. Загадки тургайских геоглифов. На северо-западе Казахстана, в Костанайской области, между южным отрогом Уральских гор Мугаджарами на западе и казахским мелкосопочником на востоке, расположилась долина, которую называют Тургайской ложбиной или Тургайским прогибом. Знаменитой эта местность стала в 2006 году, когда костанайский археолог-любитель Дмитрий Дей, изучая находящиеся в свободном доступе спутниковые фотоснимки, обнаружил здесь геоглифы, нанесенные на землю геометрические или фигурные узоры, которые зачастую настолько велики, что их можно рассмотреть только с высоты птичьего полета. К настоящему времени имеется информация о 80 геоглифах на территории Тургайского прогиба, на 45 были проведены разведочные работы. Большая часть представляет собой геометрические фигуры – квадрат, кресты, кольца, линии, составленные из отдельных округлых насыпей диаметром 6-12 метров. Научными методами было определено и приблизительное время сооружения этих объектов – 9-8 века до нашей эры. Но главный вопрос остается открытым: для чего люди возводили эти громадные культовые сооружения в форме линий, колец и крестов, которые видны только с большой высоты? 17. Тайна спуска дьявола. Природа США знаменита не только красотами Большого каньона, поражающего воображение. В стране множество необычных объектов. Но даже среди всех нерукотворных достопримечательностей в горах штата Юта этот выделяется своей оригинальностью и непонятностью. Южнее региональной магистрали 84 в каньоне Вебер, недалеко от общины Кройден, можно увидеть необыкновенное образование в скалах. С вершины горы строго параллельно друг другу идут две каменные стены около 12 метров высотой каждая. Между ними желоб шириной около 3 метров. Стены ровные, практически гладкие. Края уже ломанные из-за воздействия атмосферных явлений. В целом желоб между двух ровных стен напоминает детскую горку с высокими бортами или искусственно созданный спуск с горы. Впервые объект был описан в газетной публикации в 1888 году. Местные называют его спуском дьявола Devil's Slide. Он простирается на 60 метров до самого подножья горы. Ученые считают Devil's Slide ярким примером воздействия эрозии на скалистые образования. Предположительно, 180 миллионов лет назад здесь простиралось древнее море.
На его дне постепенно формировались отложения, преимущественно состоящие из известняка. Но на дне древнего моря под толщей мягкого известняка оказывались и более твердые вкрапления подводных скал. Позже, когда море исчезло, на породу стали воздействовать ветер и осадки. Мягкий известняк внутри и вне Девил Слайд постепенно разрушила эрозия. А вот более твердый материал внутри сохранился. И в результате стал выглядеть как две параллельные стены. Но многие не согласны с выводами ученых. Сторонники другого объяснения происхождения Devil Slide считают объект рукотворным. Они указывают, что недалеко от спуска дьявола есть очень похожий объект поменьше. А значит, их изготовили какие-то древние строители по одной технологии и для одних целей. Приверженцы версии рукотворного происхождения спуска предполагают, что он мог быть дамбой или водоотводом, выстроенным древними с использованием ныне утраченных технологий. Но есть и те, кто считает, что спуск был именно спуском, то есть сооружением для транспортировки людей и грузов с горы. Пока нет достаточного количества фактов, чтобы окончательно опровергнуть или подтвердить эти альтернативные версии. 18. Игра случая или ключ к судьбе. В стенах знаменитого Лувра скрывается таинственный артефакт – кварцевый икосаэдр, ровесник Римской империи. Испещренный латинскими буквами и римскими цифрами, он будоражит умы историков и археологов. Но для чего же он был создан? Был ли это изысканный способ развлечься в азартных играх, или же древние верили, что этот икосаэдр способен предсказывать будущее? 19. Загадка материков на камнях Ики. В одном из предыдущих видео мы уже говорили о камнях Ики, но сейчас мы хотели бы дополнить информацию об этих таинственных объектах. Знаменитыми на весь мир камни Ики сделал Хавьер Кабрера, профессор медицины, декан медицинского факультета в университете Лимы. Его так захватили загадочные камни, что в конце жизни он забросил медицину, полностью сосредоточившись на их коллекционировании и создав музей. Понять ученого можно: на камни нанесены сюжеты, которые полностью меняют наше представление о прошлом. Сюжеты, отражающие пересадку органов, наблюдение небесных тел, охоту, жизнь животных, включая динозавров. Но особый интерес представляют камни с изображенными на них материками. Таких камней в музее имеется 4, все они имеют сходные параметры. Все 4 камня по своим размерам одинаковы, их диаметр примерно 70-80 см. Стилистика изображений на всех камнях одна и та же, хотя уровень детализации рисунков различен, и это позволяет предположить, что рисунки были исполнены разными мастерами и, возможно, в разные времена. Самое главное заключается в том, что большинство континентов, изображенных в данной серии камней, не имеют сходства с контурами современных материков. Анализируя рисунки на этих камнях, доктор Кабрера построил свою концепцию древнего человечества, существовавшего до Великого катаклизма, кардинально изменившего облик нашей планеты. Доктор Кабрера считал, что на камнях изображены несуществующие ныне континенты Му, Лемурия и Атлантида, а также и остальные материки, имеющие, однако, иные очертания. 20. Остановись, мгновение, временная аномалия 1902 года. Некоторые особенно приятные мгновения жизни хочется остановить, чтобы лучше ощутить их прелесть и запомнить. Но только если сделать это осознанно и в выбранный момент. А в конце 1902 года время остановилось в буквальном смысле. Произошла эта странная аномалия в Париже в ночь с 29 на 30 декабря. Ровно в 1 час 5 минут все маятниковые часы города замерли. Скоро все столичные газеты пестрели громкими заголовками. А жители рассказывали друг другу о странных ощущениях, тошноте, головокружении, дезориентации. Особенно впечатлительные даже лишились чувств. Поскольку в рамках парижского сбоя отказали только маятниковые механизмы, то исследователи сделали вывод, что его природа геофизическая.
Словно над городом на мгновение кто-то могущественный взял и убрал силу земного притяжения. Но тогда бы люди взмыли в воздух, ощутив на себе состояние невесомости. Но этого не произошло. А была ли запись, история забылась почти на целый век и получила новый виток уже в наше время. В 1998 году репортер Жак Лемье провел журналистское расследование, в рамках которого вышел на женщину по имени Кристина Шардрен. Ее дед Клод Рандо был служителем пантеона, и в его обязанности входило наблюдение за маятником Фуко, одной из главных достопримечательностей архитектурно-исторического памятника. Предок рассказал внучке, что в ту ночь маятник действительно вел себя странно, менял амплитуду колебаний и даже на мгновение остановился. О чем скрупулезный служитель сделал соответствующую отметку в журнале. Но вскоре лист из него был вырван и заменен другим. С записью без происшествий Лемье начал копать и нашел в архивах тот самый журнал, в котором действительно была заменена страница. Но это ничего не доказывает. Мало ли что было записано на вырванной. Пришельцы, активное светило, озорной Тесла и фантазия на тему. Самой экзотической стала версия о резвящихся пришельцах, которые проносились над Парижем и вызвали сбой. Чуть более реалистичной выглядит гипотеза о высокой солнечной активности. В ее ходе происходит выброс вещества с электромагнитной энергией, провоцирующей возмущение магнитного поля нашей планеты. Да, гравитацию, период и амплитуду движения частей, из которых сделаны часы, это могло изменить. Но почему тогда пружинные часы работали нормально, если они сделаны из таких же металлов? В те годы великий Никола Тесла экспериментировал в своей лаборатории, изучая магнитные поля и ставя эксперименты по перебросу электроэнергии на большие расстояния. Поэтому нашлись те, кто посчитал причиной сбоя деятельность ученого. И, наконец, альтернативной версией стало действие миниатюрной нейтронной звезды, прошедшей рядом с Землей. В результате импульс ненадолго вызвал невесомость и спровоцировал остановку маятников. Нашлись и скептики, посчитавшие всю эту шумиху выдумкой для привлечения внимания читателей. Но дело в том, что происшествие получило максимально подробное описание в первом номере журнала «Вестник знания» за 1903 год. А до его выхода народ активно обсуждал историю, передавая подробности из уст в уста. Так что за феномен это был? 21. История скульптуры, в которой воплотились обида и проклятие. Человек давно уже превратил кладбище в объект искусства. Так убитые горем родные пытаются справиться с эмоциями от потери близкого. А в случае со знаменитостями узнаваемое необычное надгробие уже норма. И хотя эта мрачная скульптура, долгие годы стоявшая на кладбище Друид-Ридж в Балтиморе, штат Мэриленд, только копия, шума она успела наделать гораздо больше своего оригинального предшественника. Оригинальную скульптурную композицию под названием «Печаль» изготовил скульптор Сент-Годенс. А заказчиком стал американский писатель Генри Адамс, решивший с помощью изваяния увековечить память о своей супруге. Общественность оценила произведение, и печаль на кладбище Рок-Крик в Вашингтоне быстро стала местом паломничества местных жителей. Что-то неуловимое и притягательное таилось в этой фигуре, скрытой в плавных складках ткани. Идея впечатлила одного генерала. И Феликс Агнус заказал практически точную копию, чтобы установить на семейном кладбище в Балтиморе. Заказ выполнил другой скульптор. Агастес Сент-Годенс не застал установку и не увидел копию, поскольку незадолго до этого ушел из жизни, но ее увидела вдова покойного и заявила, что за исключением малозначительных деталей эта скульптура полностью скопирована с работы ее мужа. Вдова попыталась добиться устранения статуи двойника через суд, но процесс затянулся. Да и прав в тот период у женщин был минимум. Потом умер и сам заказчик, и фигуру оставили в качестве надгробия на могиле Читы Агнус.
С того времени и поползли по округе байки о проклятии, которое, обиженная кражей интеллектуальной собственности ее мужа, вдова наложила на копию. Народ стал болтать, что у черного Эги, как прозвали творение, глаза зажигаются красным светом. Отважная и безрассудная молодежь, которая не верит ни в черта, ни в Бога, сделала место упокоения семьи Агнус местом сборов и, в общем-то, осквернения. Парни и девушки тусили на могиле, облепляли Эги бумажками, усаживались на колени, надевали изваянию на голову головные уборы. А потом начинали болеть странными болезнями. Или с ними случались несчастные случаи. Один парнишка на спор с друзьями спрятался и остался на кладбище после заката, когда Друид-Ридж уже было закрыто для посещений. Его нашел глубокой ночью кладбищенский сторож, услышавший истошный крик. Молодой человек лежал у ног черного Эги, а на лице несчастного застыла гримаса ужаса. Никаких повреждений на теле не было. Спорщик умер от страха. Но только что вызвало такой глубинный ужас. Еще одна группа отважных циников решила повторить эксперимент по доказательству глупости всех историй о статуе убийцы. Один даже небрежно потушил никотин, содержащее изделие о руку Эги. И спустя несколько дней молодой и здоровый парень скончался по неустановленным причинам. В итоге властям надоела эта свистопляска с копией печали. И надгробие вывезли с кладбища в Смитсоновский институт. А потом переместили во двор исторического особняка Долли Мэдисон на площади Лафайет в Вашингтоне, где мрачный Эгги и по сей день кутается в складки плаща. Видимо, в ожидании новых смелых, циничных и не очень умных жертв, чтобы активизировать проклятие. 22. Метель, унесшая юного гения. Для детей, признанных гениями, такой статус – тяжелая ноша. Зачастую воспитанием в стиле «мой ребенок самый-самый» родители компенсируют свои комплексы и несбывшиеся надежды. Неокрепшая детская психика страдает, поскольку находится в стадии формирования, как и социальные навыки. Этот мальчик не был притянутым за уши вундеркиндом. В 1,5 года он действительно умел читать. В 5 лет разбирался в истории и математике на уровне выпускника. Но истинной страстью Питера Уинстона, который появился на свет в 1958 году в Нью-Йорке, были шахматы. Родители мальчика были преподавателями, сестра училась в школе искусств. Сам Пит тоже поступил в школу для одаренных детей, когда подрос. Шахматами он занимался самостоятельно, изучал книги, расспрашивал отца. К сожалению, тот скончался, когда мальчику не исполнилось и 10 лет. Видимо, стрессовая ситуация от потери родного человека заставила паренька полностью погрузиться в мир шахмат. И настолько успешно, что ходы Питера разбирались в профессиональных изданиях. К подростковому возрасту, несмотря на харизму, энергию и любовь окружающих, парень не ощущал себя счастливым, метался, искал себя, менял школы. И периодически погружался в странный транс. Видимо, так психика пыталась справиться со стрессом из-за явного несовпадения гениального математического разума с сознанием подростка со всеми вытекающими проблемами. Ненадолго гармонию помог обрести учитель в очередной экспериментальной школе. Но когда педагог уволился, Питер снова погрузился в депрессию. И успел между делом обыграть в товарищеском поединке действующего гроссмейстера и 3-кратного чемпиона США Уолтера Шона Брауна. Мальчику на тот момент было всего 14 лет, но дальнейшую карьеру он продолжить не смог, начались проблемы с психикой. Медики заподозрили шизофрению, парень страдал бессонницей, игнорировал правила гигиены, полностью отстранился от социума. Было принято решение о госпитализации в психиатрическую клинику. «Где ты, Питер?» В конце января 1978 года в Штатах случилась аномальная метель. Великая пурга 1978 года. Как раз в это время Питер встретился с другом Чарльзом Хёртоном и вместе с ним отправился на ипподром, где проиграл остатки денег.
Ночью его забрала сестра Уинд, и родственница, и приятель отмечали странное поведение парня, бессвязную речь, подавленное состояние, плохой внешний вид. От сестры Питер сбежал и отправился еще к одному приятелю, в доме которого за обедом твердил о грандиозных планах, поездке в Техас и боге шахмат Уолтере Корни. Потом парень снова исчез. Как раз началась метель. Город оказался парализован. А жертвами стихии стали несколько десятков человек, многих из которых нашли на улице и похоронили на загородном кладбище, как неопознанных. С учетом образа жизни и его привычки пропадать без предупреждения ни родные, ни друзья не обеспокоились сразу. Тревогу забили только к середине февраля. Но Питер словно растворился в воздухе. Были выдвинуты 3 основные версии произошедшего. Добровольный уход, организованный таким образом, чтобы тело никогда не было обнаружено. Интеллект парня вполне позволял это сделать. Гибель в метели с последующим захоронением как бродяги. Обострение психического расстройства, в результате которого юноша потерял память и был помещен в лечебницу, где память уже не восстановилась из-за лечения или ухудшения состояния. Либо Питер просто больше не захотел возвращаться в социум. Мать пропавшего гения, которому навсегда осталось 19 лет, неоднократно нанимала детективов, чтобы найти хоть какие-то ниточки. Но безуспешно. Женщина скончалась в 2010 году, до последних дней отказываясь общаться с прессой. Сестре уже за 70, и она тоже категорически отказывается от интервью. Судьба юного вундеркинда, который легко ставил шах и мат в игре, но слишком рано получил их в жизни, так и остается неизвестной по сей день. 23. Место 18 долин, утрата или обретение, есть во французских Пиренеях, неподалеку от города Кусеранс, одна долина Тургвилла. Она славится своей живописностью и тем, что с периодичностью примерно раз в полвека здесь таинственным образом исчезают люди. А потом возвращаются, но уже не совсем такими. Местные дали месту и название «Долина утраченных жизней» и стараются без необходимости не появляться в этом районе. Казалось бы, почему? Ведь тут и величественные пики Пиренейских гор, и настоящая жемчужина, озеро Алет, с удивительно чистой лазурной водой. Старожилы, конечно, травили всякие байки. И про магов, затягивавших путников в мир зазеркалья, чтобы высосать из них жизнь и продлить свою. И про странные создания, волков с головами прекрасных женщин. Но любое уважающее себя туристическое место должно иметь в арсенале такую байку для привлечения внимания туристов. А лучше сразу несколько. Однако относительно недавно, в 1998 году, в этих местах произошел случай, найти разумное объяснение которому до сих пор не смогли. Юноша или старец? Осенью в районе озера от группы отстал геолог Поль Леблан. Несколько дней товарищи прочесывали долину, пытаясь его отыскать. К ним подключились профессионалы, даже задействовали вертолет. Но поиски не дали результата. Спустя 2 месяца пропавший неожиданно появился в городе Гузинейш. В полицейском участке мужчина рассказал удивительную версию событий, в соответствии с которой он действительно Поль Леблан, геолог, но был им в далекой молодости. А потом по велению души открыл свое сердце Богу, стал священником и всю жизнь вместе с жителями горной деревеньки, где жил, истово молился, чтобы порождение тьмы, те самые волки с женскими головами, покинули долину и перестали терзать ее жителей. При этом мужчина выглядел лет на 50, хотя на момент исчезновения ему было чуть за 30. Пресса атаковала Леблана, и его родители вынуждены были продать дом и увезти сына в другую страну, где следы его затерялись. Жозеф или Луи? В 2008 году история повторилась. Группа молодежи прибыла на отдых в Кусеранс. Узнав о проклятии, ребята со свойственным возрасту бесстрашием захотели на практике проверить, как оно работает. Менеджер отеля, где остановилась компания, всеми силами пытался их отговорить.
Но те, конечно, не послушались. И поплатились. Один из группы, Жозеф Шартье, исчез. Поиски не дали результата. Но Жозеф тоже нашелся. Дезориентированного парня обнаружил на обочине водитель грузовика. Шартье называл себя другим именем, Луи, и говорил, что жил в высокогорной деревеньке и занимался изготовлением сыра, который у него забирали мужчины очень странной и пугающей наружности. Пределы деревни покидать было запрещено, в лесу бродили. Да-да, те самые волки с женскими головами. Больше ничего внятного от несчастного добиться не вышло. И вскоре он попал в психиатрическую клинику. Куда же они уходят? Исследователи паранормальных явлений после случая 2008 года плотно занялись долиной Тургвилла. Конкретных выводов по поводу аномалии нет, только предположения. Основной из них – это периодически открывающийся в этих местах портал, переносящий человека в параллельный мир, который могут населять самые разные создания, вплоть до пресловутых волков с человеческими головами. С этой позиции сказки о людях, похищенных эльфами или феями, не выглядят такими уж невероятными. Чтобы сделать шаг в открывшийся портал, нужно оказаться в определенном месте в нужный момент времени. И, как считают эксперты, находиться в состоянии измененного сознания. Точных характеристик этого состояния нет. Возможно, речь о ярких иллюзиях, игре воображения, галлюцинациях, страхе, панике, психических отклонениях, душевной травме или действии запрещенных веществ или медицинских препаратов. Если людям удастся точно выяснить причины, то, как знать, возможно, путешествия в другие миры станут не сложнее поездки в соседний город. 24. Загадка римского двенадцатигранника, который не упоминается ни в одном источнике, но часто попадается археологам. Римский додекаэдр – очень загадочная штука. В том смысле, что археологи их нашли, но ученые так и не поняли, зачем такие игрушки были нужны. Найдены они были на территории Западной Европы, в тех странах, территории которых относились к Римской империи. От Италии и Франции до Великобритании и Голландии. Ученые относят время изготовления додекаэдров к периоду первых веков нашей эры. Сами эти предметы при общем сходстве в деталях имеют ряд отличий, это и материал, из которого они изготовлены, чаще всего это бронза, но также медь, свинец и даже камень, и размеры, и степень обработки, украшательства, скажем так, некоторые имеют довольно изысканные узоры, а некоторые максимально просты. Даже размеры отверстий на всех 12 гранях додекаэдра, название так и переводится «двенадцатигранник», разные. Причем между экземплярами этих изделий особого сходства нет, то есть отверстия по своему диаметру не очень-то совпадают, что ставит под сомнение многие версии о предназначении додекаэдров, но о них далее. Считается, что в музеях всех этих стран таких додекаэдров хранится уж точно больше сотни, находили их в совершенно разных местах. Например, среди спрятанных монет или в шкатулке с женскими украшениями, соответственно, размер найденных римских додекаэдров небольшой, от 4 до 11 сантиметров. То есть из географии находок сделать какие-то выводы о предназначении этих предметов нереально, но можно учесть контекст. Но что самое интересное, у ученых нет никакой возможности опереться в своих изысканиях на какие-либо письменные свидетельства. Про предметы, о которых мы говорим, нет никаких упоминаний, даже вскользь. И что впечатляет даже больше, сложно найти какие-то аналоги в других культурах, похожих штук больше не находили. Да и сейчас ничего похожего нигде не используется. Так что все версии, которые сейчас существуют, это чистая фантазия, хотя очевидно. В своих предположениях ученые и энтузиасты опираются на свои представления о реальности того времени и на то небольшое количество фактов, которые у них есть. Забегая вперед, стоит также сказать, что почему-то все размышляют о примерах додекаэдров, которые имеют сквозные дыры. Хотя есть и примеры тех же каменных додекаэдров, они выглядят примерно так же, но сделаны из монолитного куска и не имеют пустоты внутри.
Именно на эту пустоту опирается главная теория о предназначении загадочных предметов римского быта. Основные варианты, судя по всему, такие: подсвечник, игральные кости, инструмент для гадания, инструмент для подгона деталей, вроде проверки ширины труб, дальномер, элемент штандарта, аналог спиннера для верчения в руках. Все варианты, как видим, являются спорными, потому что все из них просто нечем подтвердить. Основным считается версия про подсвечник, а такое разнообразие отверстий как бы намекает на то, что свечи могли быть не стандартизированы по своей толщине, так что для закрепления свечи выбиралась ближайшая по диаметру дырка. Есть и другой вариант, что додекаэдр надевали на свечу как некий светильник, а диаметр отверстия позволял как бы управлять интенсивностью горения. Свечи часто были достаточно дорогими, что могло требовать экономии. То есть в зависимости от ситуации додекаэдр можно было перевернуть более широким или более узким отверстием вниз и насадить на свечу. Это объясняло бы и наличие шишечек на углах додекаэдра, они в теории нагревались бы меньше, а стало быть, за них можно было взяться руками. К слову, ровно такой же хват подтолкнул кого-то на версию про спиннер, якобы так можно крутить этот предмет в руке, чисто для успокоения нервов. Зачем тогда дырки, не очень понятно, может, для улучшения аэродинамики. В какой-то момент ученые остановились на версии про дальномер, якобы, глядя сквозь два совмещенных отверстия, римляне могли оценить расстояние до того или иного предмета. Но как быть тогда с теми додекаэдрами, которые сделаны из камня и не просматриваются насквозь? Впрочем, повторимся, остановиться на этой версии не дает больше то, что нет ни одного задокументированного примера такого использования, а в этом случае они должны бы были быть. Та же проблема с элементами штандарта, игральными костями и даже гаданиями. Уж такие-то вещи точно остались бы в записях. Исходя из сложившейся ситуации, самым правдоподобным вариантом выглядит утверждение, что это просто какая-то модная штучка, лишенная практических целей украшения, при этом не такое массовое, чтобы о нем кто-то где-то упомянул в письменном виде. Но всегда, как говорится, есть место подвигу, так что мы можем попробовать выдвинуть свои варианты. 25. Загадка блуждающих могил, кладбище, тихое место и последнее пристанище навсегда покинувших этот мир. И по определению должно быть средоточием покоя. В общем и целом так оно и есть. Если бы некоторые покойники не перемещались по территории, вводя в ступор живых этим занятием, в архивных записях сохранилась история 15 века о перемещении на кладбище австрийского города Линца могилы некоего господина Штеттенберга. Местным не пришло в голову ничего лучше, чем заподозрить давно почившего мужчину в связи с темными силами, из-за которой он не мог обрести покой и в посмертии. Останки предали огню, а на месте захоронения пепла поставили осиновый крест, чтобы уж наверняка не вернулся. Аналогичная история произошла в 1627 году с могилой испанца Педро Асунтоса. В деле передвижения последнего приюта пытались разобраться лучшие инквизиторы своего времени. Но расследование не принесло результатов. Два пастуха в 1740-х годах обнаружили близ немецкого Равенсбурга могилу, вполне себе полноценную, с надгробием, на котором было высечено имя усопшей, Христина Байер. Мужчины клялись, что исходили эти места многократно вдоль и поперек. И никаких захоронений, тем более старых, там не было. Священник местной церкви сообщил, что Христина была истинно верующей и одной из самых верных прихожанок, за что удостоилась чести быть похороненной на церковном кладбище, где на месте могилы обнаружился пустой ровный участок. Гроб нашелся именно там, где пастухи отыскали надгробие. Священник не смог найти объяснение лучше, чем сослаться на Божью волю. Но местные на всякий случай старались обходить место 10-й дорогой. Английские страсти, а этот случай активно освещался в прессе.
В 1928 году внучатый племянник давно почившего Роджера Хейзлема прибыл на кладбище шотландского Гланисвилла, чтобы навестить могилы родных. И хотя Артур несколько раз уже бывал здесь, захоронения предка не нашел. А ведь он отлично помнил, что рядом был очень примечательный склеп, украшенный фигурой скорбящего ангела. При помощи смотрителя кладбища Артур Хейзлем нашел надгробие. Но оно располагалось аж в 200 метрах от прежнего места. Что это, надругательство или чья-то шутка? Артур распорядился раскопать старое место, где ничего не обнаружилось. А на новом, под Мальтийским крестом, нашлись останки предка в рассохшемся гробу. На фаланге пальца был фамильный перстень с монограммой, что доказало, что это действительно останки Роджера. Переносить захоронение не стали, слишком уж плотно и основательно кости вросли в глину, что отметает предположение о шутниках или осквернителях. Во-первых, им пришлось бы проделать колоссальную работу, а во-вторых, признаков разъединения фрагментов тела не было. Наши дни, уже в наше время тоже встречались случаи перемещения. В 1989 году на ферму канзасца Джо Берни приблудилась могила, увенчанная каменным надгробием. При помощи работников мужчина снял плиту и разрыл холм. На глубине 1,5 метров обнаружились остатки гроба и человеческого тела, основательно вросшего в землю. Шутка опять же исключается, поскольку извлечь все это аккуратно получилось только при помощи экскаватора. Останки вывезли подальше в степь и захоронили. Вопросы без ответов. У некоторых народов имеется мистическое объяснение существования могил, перемещающихся по непредсказуемой траектории. Его объясняют работой колдунов, магов и ведьм. Жрецы культа Вуду обливают могилы древесным соком или делают бордюр из ракушек, так могила не сможет переместиться. А у представителей одного из племен островов Тонга есть практика двойного захоронения. Так одна душа воспротивится перемещению другой, если у той возникнет такая идея. В архивах есть интересный рассказ испанского конкистадора Педро де Альварадо. Он описал случай перемещения захоронений инкских жрецов. По традиции их хоронили на побережье, а потом по необъяснимым причинам могилы оказывались на плато, расположенном на удалении 6 километров от первоначального места. На настоящий момент ясно одно – случаи перемещения могил действительно зафиксированы. Но их причины так и остаются невыясненными. А сейчас я хочу попросить о минуте вашего внимания, касающейся организационных вопросов на нашем канале КИФ. Прошу вас подписаться, а также нажать на колокольчик и выбрать все уведомления. Также прошу вас подписаться на наш телеграм-канал, ссылка на него размещена в шапке главной страницы. Из него вы всегда оперативно узнаете о выходе новых видео, и только там мы регулярно публикуем материалы, которые никогда не будут размещены на YouTube из-за жестких правил площадки. Эти 2 пункта очень важны для развития канала, и прошу вас прислушаться к моей просьбе. Обращаю ваше внимание, что, как и всегда, в конце видео вас ждет очень интересный бонусный факт для всех досмотревших этот ролик до конца, который вам наверняка неизвестен. В заключении этого видео мы разместим самые интересные, популярные, полезные и остроумные комментарии, которые зрители оставляли к предыдущему нашему ролику, а также список наших спонсоров. Оставляйте свои комментарии, чтобы попасть в следующий ролик. А теперь продолжаем. 26. Захоронение Энн Гримстон, ставшее символом существования божественных сил. Когда местами поклонения становятся могилы знаменитых и известных людей, это понятно. Но эта женщина прожила вполне обычную жизнь, а прославилась после смерти. Леди Энн повезло родиться в семье аристократов. Отцом девочки был граф Джон Тафтон, а матерью леди Маргарет Секвилл. Вся жизнь Энн была чередой изысканных развлечений, утонченных удовольствий и всего прочего, что обеспечивают титул и богатство. При этом женщина была абсолютной атеисткой, что довольно редко для представителей знати.
Воскресные службы она посещала, чтобы соблюсти минимальные приличия, но в остальном леди позволяла себе довольно смелые высказывания о Боге, смысле бытия и воскрешении. Можно предположить, что причиной сложных отношений с высшими силами стала ранняя потеря обоих детей. Сын Энн Эдвард умер младенцем, а дочь Мэри не дожила до 10-го дня рождения. Шли годы. Энн состарилась. Пришло ее время. Один из друзей, собравшихся проводить умирающую, попытался утешить ее обещанием новой, вечной и светлой жизни. На что гордая атеистка ответила: «Я не буду продолжать жить. То, что я продолжу жить, так же маловероятно, как то, что из моего тела вырастет дерево». Вызов брошен, вызов принят. Леди Гримстон умерла в 1713 году. И местом последнего упокоения женщины стало кладбище Святого Петра в графстве Херфордшир. Память о ней стерлась бы навсегда, если бы не случай. Дело в том, что в соответствии со статусом и положением женщину похоронили в прочном мраморном гробу. Сверху захоронение было закрыто мраморной же плитой, а вокруг установлена крепкая металлическая изгородь. Через несколько лет обнаружилось, что плита сместилась в сторону. Ее вернули на место. Но вскоре надгробие раскололось, и из трещины робко проклюнулся росток, увенчанный зелеными листочками. Трещину залили цементом. Но упрямый росток приподнял плиту еще выше и разломил пополам. Из гробницы проросло молодое деревце. Сила жизни в нем была столь велика, что оно пробило кладку, разрушило плиту и выломало металлические прутья ограды. К 1870 году тонкий росток превратился в мощное дерево. Причем необычное, состоящее из 4 стволов. Все они настолько торопились жить и стремились к солнцу, что смяли даже металлические решетки. И теперь части ограды стали частью стволов. История разошлась по округе. И сегодня могила упорной атеистки фактически представляет собой груду камней и раскрошенных осколков с остатками согнутых металлических прутьев. Несмотря на непритязательный вид, захоронение леди Энн является одним из самых посещаемых в Херфордшире. Люди приезжают посмотреть на него со всего мира. Ведь это дерево с 4 стволами, одно из самых высоких в Британии, является своего рода триумфом сил природы, символом ответа на вызов. А некоторые даже считают его доказательством существования Бога. 27. Погребенная и воскресшая. Неоднозначная история одной ирландки. Да, человек смертен, но это было бы еще полбеды. Плохо то, что он иногда внезапно смертен, вот в чем фокус. Эту фразу мрачного булгаковского Воланда знают многие. Но пресловутая внезапность бывает ошибочной, как и сама смерть. Это доказала история, случившаяся в далеком 1705 году с обычной женщиной Марджори Маккол. Мардж была тихой и скромной женщиной и проживала в маленькой ирландской деревушке Чорч-Плейс. Времена были сложные, эпидемии выкашивали целые города. Не минула эта участь и Марджори. Боясь распространения заразы, добрые односельчане отправили несчастную на карантин, выселив в отделенную хижину. Муж женщины Джон был местным лекарем и приложил все усилия, чтобы спасти супругу. Но тщетно, женщина быстро зачахла и скончалась. Убитый горем вдовец похоронил ее на местном кладбище. Вместе с единственной драгоценностью – золотым кольцом. Семья была бедной. И мужчина пытался снять украшения, чтобы продать и закупить провизии для детей. Но безуспешно. А уродовать тело покойной и отрезать палец Джон не захотел. Естественно, кто-то из присутствующих на церемонии заприметил кольцо. И слух о золоте быстро распространился по нищей деревне. Как только на кладбище опустились сумерки, парочка смелых и жадных парней отправилась на погост, чтобы завладеть колечком. Они быстро раскопали холм и вскрыли гроб. Но лишь только один из них попытался откромсать ножом палец Марджори. Понятно, что ребята не были щепетильны в таких вопросах.
Женщина вдруг резко открыла глаза и села в гробу, уставившись на воришек пустым бессмысленным взглядом. Гордой поступью похожая на привидение дама, изрядно помятая, лохматая, присыпанная землей и окровавленная, удалилась по направлению деревни, оставив воров сидеть в оцепенении у пустой могилы. Тем временем Джон сидел дома, с грустью размышляя о будущем, об осиротевших детях. Когда раздался громкий настойчивый стук в дверь, мужчина не удивился. Односельчане нередко обращались к нему за помощью даже в поздний час. Увидев на пороге покойную супругу, белый саван которой был испачкан глиной и кровью, доктор испытал массу эмоций за секунды. И рухнул замертво, организм не выдержал, и сердце несчастного разорвалось. Легенда гласит, что новоиспеченная вдова Маккол похоронила мужа, а потом снова вышла замуж. Еще и детишками во втором браке успела обзавестись. Что касается долго и счастливо, то история о них умалчивает. Но когда пришло время Марджори, то она умерла во второй раз, и теперь уже навсегда. Сказка «Ложь» – случай воскрешения, который в науке сейчас известен как синдром Лазаря. Можно было бы списать на выдумки и городские, или, как в данной ситуации, сельские легенды. Но дело в том, что в Лургане, городе, рядом с которым находилась та самая деревенька, на местном кладбище Шанкил имеется могила женщины с внушительным памятником, на котором начертано следующее посвящение Марджори Маккол. Женщина, которая прожила одну жизнь, а была похоронена дважды. Надгробие было установлено позднее, в XIX веке. Это выяснил местный историк Джим Конвей, которого заинтересовал необычный случай. Но это лишь подтверждает тот факт, что случай имел место, активно обсуждался в народе. В связи с чем власти решили увековечить память о женщине, которой довелось умереть дважды. Конвелл покопался в архивах, обнаружил упоминание о 9 женщинах по имени Марджори Маккол, 3 из которых были замужем за мужчинами с именем Джон. Дата первой смерти не совпала с официальной, 1705 год, ни в одном из случаев. В чем причина – искажение передаваемых из уст в уста данных или небрежность писарей, теперь уже не узнать. Но в истории есть еще несколько подобных случаев, получивших общее название «Дама с кольцом», которые, видимо, и подтолкнули медиков к рассмотрению возможности летаргического сна в случае с мнимыми покойниками. 28. Посланники небес, которые не желают общаться с миром и отрицают свое земное происхождение. Численность этого загадочного племени, укрывшегося от суеты большого мира в горах на границе Судана, Эфиопии и Кении, составляет примерно 28 тысяч человек. И все они как один не считают себя людьми. Это народ Сурма, который практически не контактирует с внешним миром. Из благ цивилизации они позволили себе лишь автоматы для защиты от представителей соседних племен. О необычных предпочтениях в плане украшения своих тел известно давно. Женщины носят в нижней губе огромные диски. Девушки, достигшие половой зрелости, вплоть до замужества, обязаны носить специальные передники. Очень неудобные, ведь такой передничек из металлических элементов тянет на 5 килограммов. И, конечно, шрамы и нательные рисунки. Они у Сурма в большом почете, хоть и не отличаются разнообразием, используются только охрой белый, природный мел. Его соединяют с водой и как бы грунтуют кожу. А уже сверху наносят красные узоры. О смысле рисунка можно только догадываться. Он, безусловно, есть, но скрытные Сурма предпочитают помалкивать об этом. Кстати, племя очень консервативно в части интимных отношений. Секс возможен между супругами и только после свадьбы. Забеременевшая незамужняя девушка навлекает позор на себя и семью и даже лишается многих привилегий, в частности, права носить тот самый губной диск. Мы, не вы, мы прилетели из космоса. Ко всем знаниям и техническим приспособлениям из большого мира эти люди полностью равнодушны. Туристов игнорирует даже детвора.
А ведь в Африке для детей обычное дело клянчить сладости, жвачку и разную мелочь у приезжих. Но к детям Сурма это не относится. Они ведут себя отстраненно и преисполнены чувства собственного достоинства. А все потому, что этот народ считает себя потомками представителей внеземных цивилизаций. Относительно недавно исследованием жизни и быта обладателей странных, но твердых убеждений занялись ученые географического общества Исландии, которые смогли немного отодвинуть завесу тайны касаемо появления этого загадочного народа. Надо сказать, что европейцев, прибывших в одну из местных деревень, встретили очень настороженно и холодно. Попытки пообщаться игнорировались. Ученым понадобилось несколько месяцев, чтобы лед отчуждения начал немного подтаивать. Исландцы старались вести себя максимально вежливо, проявляли искренний интерес к традициям племени. И в итоге получили ответ, объясняющий причины высокомерного поведения Сурма, потомки инопланетян. А у тех не было принято общаться с представителями земной расы. Крушение звездолета – этот момент исследователи даже отметили в отчете. Сурма ведут свою историю с V века нашей эры. Они рассказывают, как в центре Эфиопии, среди горной цепи, потерпел аварию некий летающий объект. Существа, совершавшие в нем перелет, и стали родоначальниками племени. Больше информации из скрытных отстраненных аборигенов выудить не вышло. Но все же исландцам удалось удовлетворить исследовательский интерес и даже получить своего рода доказательства правдивости верований Сурма. Проба грунта на территории, где обитает племя, показала неожиданные результаты. Именно в V веке здесь действительно случился выброс радиоактивных веществ. И как вариант, это мог быть результат катастрофы космического корабля. Предания Сурма повествуют об их жизни с богом Тугой, который однажды раздвинул облака и открыл проход на землю. По веревкам они спустились в долину реки Кибиш. У одной женщины веревка порвалась, и проход закрылся. Связь с божеством оборвалась. И с тех пор земля стала временным убежищем Сурма. Но они не теряют надежды когда-нибудь вернуться домой. Кстати, упоминание о внеземном происхождении есть и у многих других африканских народов. Но никакой конкретики, кроме преданий, они, как и Сурма, давать не торопятся. Возможно, когда-то найдется смельчак, решивший пролить свет на загадку. Но пока остается только надеяться, что гордые и высокомерные Сурма сжалятся над цивилизованными землянами. 29. Дьявольское ранчо Скинуокер и его аномалии. Казалось бы, ранчо – это земля, которая наполнена жизнью. Но это место в штате Юта полностью заброшено. И недоступно даже просто для осмотра, не говоря уже о возможности здесь работать. Итак, обычное ранчо Скинуокер в 1970 году купила обычная молодая пара. Супруги Шерман планировали обустроить место для хозяйства и сделать комфортным для детей, которых хотели растить вдали от городской суеты. Вскоре они стали замечать, что с местом не все чисто, видели тени, слышали голоса и неразборчивый шепот. Спустя полгода незримые обитатели фермы осмелели и стали действовать уже более нагло. Люди видели мельтешение каких-то полуразмытых силуэтов, ощущали тычки, замечали перемещение мебели. А еще их мучили мутные и тяжелые сны, от которых невозможно было избавиться. Помимо классической истории с призраками, владельцы обнаружили в полях огромные круги из прижатых пшеничных стеблей. А потом Терри Шерман и вообще заявил, что видел на поле космический корабль. Скинуокеры – порождение мифов, но если привидения и отголоски теорий о правительственных тайных экспериментах можно было списать на фантазии отдельного человека, то странные порождения, словно живущие одновременно по ту и по эту сторону, видели уже и соседи. Внешне они походили на скинуокеров, персонажей индейской мифологии. Индейцы верили, что сильные колдуны получали от потусторонних сил способность превращаться в зверя, надев его шкуру.
Обычно это был койот или другое существо, связанное со смертью. Люди описывали их как гиен и волков странной вытянутой формы. Однажды в окрестностях даже видели создание, напоминавшее по виду медведя, которых здесь в принципе быть не должно. Пули странных существ не брали, порождения тьмы лишь смотрели на людей пронзительным взглядом красных глаз и исчезали. Семья поняла, что о спокойствии и планах на будущее в этом месте можно забыть. В такой обстановке им все равно не суждено сбыться. И они продали землю Роберту Бигелоу, богатому бизнесмену. Новое расследование. Бигелоу увлекался изучением паранормальных явлений и решил провести собственное расследование, перевезя на ферму огромное количество высокоточной техники. Он подтвердил, что с помощью аппаратуры засек аномальную активность. А еще собственными глазами видел тех самых скинуокеров. При этом создания словно появлялись из воздуха и также внезапно исчезали. Роберт пришел к выводу, что на территории фермы есть какие-то порталы, высвобождающие странные сущности. Бигелоу рассказывал, что сама земля на ранчо будто противится нарушению своей целостности. И ее нельзя трогать. Как-то он решил выкопать яму, но приготовленная лопата словно испарилась в воздухе. И обнаружилась только пару недель спустя в неожиданном месте, висящей на ветвях дерева, где была незаметна в густой листве. Потом был еще один случай. Работник ранчо, подготовивший ямы для установки забора, вдруг почувствовал себя плохо и осел на землю. В больнице у мужчины обнаружилась опухоль в мозге, которая до этого никак не давала о себе знать. Бизнесмен занимался исследованиями около 10 лет. А в 2004 году вдруг собрался и покинул место. Что стало истинной причиной отсутствия средств для дальнейшей работы или обнаружения чего-то действительно страшного, неизвестно. Ранчо сегодня. Попытки продать зловещее ранчо увенчались успехом только через 12 лет. Его купил Брэндон Фугал, владелец агентства недвижимости. Он закрыл доступ на землю для посторонних и продолжил работу, начатую его предшественником. И подтвердил аномальную активность на Скинуокер. Брэндон продолжает исследования, но больше никаких заявлений не делал. А ранчо, о котором уже написано и снято множество материалов, самый известный фильм 2012 года «Ранчо Скинуокер» сейчас известно как самое научно изученное паранормальное место на планете. 30. Рыбобык со дна Песцового озера. История с Несси даже после опровержения существования таинственного монстра глубин продолжает будоражить умы. Ведь это так здорово – осознавать, что рядом может обитать нечто удивительное и загадочное. Поэтому к заезженной теме придумывания монстров с целью привлечения туристов и даже создания целой индустрии прибегают в разных местностях. Якутия известна большим количеством озер. Некоторые водоемы связаны с легендами. Но Хаир, Песцовое озеро, выделяется даже на их фоне. Первое упоминание о его таинственных обитателях относится к 1940 году. Известный летчик Иван Черевичный во время перелета увидел на поверхности два больших непонятных существа. При звуке мотора они быстро спрятались. Но Черевичный успел заметить крупные головы, как у ящериц, и быстро скользнувшие в толщу воды объемные туши, покрытые буро-коричневой шерстью. Случай забылся. Но когда летчик вышел на пенсию, то поведал о той истории приятелю, который работал в МГУ. Университет решил организовать научную экспедицию для проверки фактов. А вдруг это неизвестная древняя форма жизни? В ее состав вошли 16 добровольцев. Люди провели у водоема около 3 недель. На 12-й день им улыбнулась удача. Ночью был зафиксирован громкий рык, который не могла издать ни одна птица и тем более рыба из обитающих в окрестностях. А под утро на фоне рассветного неба был хорошо заметен силуэт какого-то большого существа, спокойно дрейфующего по воде. Остались записи очевидца.
Их сделал член отряда по фамилии Гладких. В 7 утра я взял ведра и пошел к озеру за водой. Раньше я слышал о существовании в озере дьявола, но я не верю в нечистую силу, поэтому шел к озеру, не остерегаясь, глядя себе под ноги, чтобы не споткнуться. Не доходя метров 15-20, я услышал что-то вроде всплеска, увидел, что из воды выползло неизвестное мне животное. Туловище его было длиной метра 4–4,5, высота 1,5–2 метра, шея длинная, пожалуй, метра 1,5, и плоская небольшая голова, как у змеи, цвет его темно-синий с отливом. Мне показалось, что оно поедало траву. У меня невольно выпали ведра, чудовище повернуло свою змеиную голову в мою сторону. Я плохо помню дальнейшее, потому что был очень взволнован. Громко закричал, стремглав побежал к нашему лагерю, но, к сожалению, сотрудников отряда в это время в лагере не было. Когда я посмотрел на озеро, то увидел, что по нему расходились волны, хотя ветра не было, погода была тихая. Местные жители называют загадочное порождение глубин щукобыком, поскольку у него есть признаки и рыбы, и животного, которого можно сравнить по силе с быком. В 1980 году появились данные о том, что группе рыбаков удалось поймать малыша, щукобыка. Длина тела составляла порядка 70–80 сантиметров. Все тело создания было покрыто густым шерстным покровом. Морда напоминала одновременно змеиную и рыбью. Создание стало кричать, и в воде показалось несколько взрослых особей. Рыбаки испугались и выбросили странный улов обратно в озеро. Местные верят, что если приблизиться на лодке к месту, где может находиться потомство щукобыка, то он не просто перевернет ее, но еще и затопит. Уже в начале этого века на берег озера выбросило мертвое странное животное, для идентификации которого на Хаир отправился зоолог Павел Ситников. Дорога заняла почти неделю. И за это время туша уже серьезно пострадала. Начавшиеся процессы гниения не позволили выделить ДНК для идентификации животного. Больше исследований в этой области не проводилось. И тайна странного щукобыка пока так и остается неразгаданной. На этом я бы хотел закончить это видео с 30 тайнами мира, которые никто не объяснит. Ну и уже по традиции, для всех досмотревших этот ролик до конца предлагаю узнать бонусный факт. НЛО в Тоскане, как обычная итальянка, с представителями внеземных цивилизаций общалась, и что из этого вышло? Жила себе тихо и мирно в Тоскане женщина по имени Роза Лотти. Ей уже исполнилось 40, она воспитывала 4 детей, не была впечатлительной юной барышней, а быт, работа на ферме и домашние хлопоты не позволяли итальянке тратить время на всякие глупости. Но все изменилось 1 ноября 1954 года. Ведь в этот день итальянка столкнулась с инопланетянами. Как она сама утверждала. Она отправилась на службу в церковь, а потом планировала навестить могилы усопших родных. Но планы изменились, когда по пути ее внимания привлек странный блеск в зарослях недалеко от лесной тропинки. Роза заинтересовалась, подошла ближе и обнаружила странную конструкцию высотой около 2 метров, похожую на 2 соединенных между собой колокола. Не успела она удивиться, как оттуда выбрались мужчины, которые были ростом как дети, одеты в комбинезоны серого цвета, шлемы и подобие мантий. Красивые старые мальчики, так впоследствии их описала очевидица, выглядели малыши вполне дружелюбно. Обычные человеческие лица и мимика, только верхняя губа была необычной формы. Казалось, что с них не сходит улыбка. Вот только понять, что они хотят, Роза не смогла. Набор звуков типа лиу и лай для нее был все равно, что птичий щебет. Как и подобает практичной сельской женщине, она берегла одежду. Поэтому чулки и обувь несла в руках, чтобы надеть перед церковью. Еще у Розы с собой был букет гвоздик. Один из малышей, старший по виду, выхватил вещи из рук. А когда женщина возмутилась, внимательно выслушал и вернул часть цветов. И чулок. Один.
а во второй завернул остальные гвоздики и бросил в ту самую блестящую конструкцию. Роза попыталась возмутиться и бросилась за вещами, но карлик наставил на нее какой-то странный предмет. Рисковать и выяснять, что он собой представляет, Лотти не стала и бросилась бежать. Перевела дух она только у церкви, где и рассказала о случившемся другим прихожанам. У тех не было повода не верить, ведь Роза была серьезной благоразумной женщиной. Ее растрепанный вид и изобилующий деталями рассказ заставили людей пойти на ту поляну. Никаких кораблей с карликами не нашлось. Только небольшая аккуратная ямка на месте, где находился бочонок. О Розе написали не только итальянские, но и газеты других стран. Даже сняли документальный фильм. А позднее косвенно правдивость ее рассказа подтвердили другие очевидцы. 2 мужчин видели над лесом светящийся шар, а третий ощутил странный гул, похожий на порыв ветра, который продлился всего несколько мгновений. Официального расследования этого случая не проводилось. Историю женщины посчитали ложью. Хотя ни материальной выгоды, ни какого-то другого профита Роза не получила. Несмотря на издевки, ухмылки и смешки других, она до конца жизни стояла на своем, настаивая, что встреча с карликами в комбинезонах на лесной поляне действительно была. Вот такими у нас получились 30 тайн мира, которые никто не объяснит. На экране вы можете увидеть несколько комментариев из предыдущего ролика. Надеемся, вам понравился материал, который мы собрали для вас. Оставляйте комментарии, ставьте лайки, делитесь своим мнением о ролике, предлагайте темы, которые вы хотели бы услышать в новых видео. Все это очень важно для нас и позволяет продолжать радовать вас новыми, надеемся, еще более интересными видео. Отдельно хочу поблагодарить всех зрителей, поддержавших наш канал материально в это непростое время. Их имена вы можете увидеть на экране вашего устройства прямо сейчас и в описании ролика. Благодарю за просмотр этого видео и прошу подписаться на канал Книги, Истории, Факты, поставить лайк, нажать на колокольчик и выбрать все уведомления. Вам наверняка понравится. Я расскажу еще много интересного и познавательного. Прошу при возможности помочь каналу, заглянув в описание этого видео и поддержать любым удобным способом. Ваши комментарии, лайки и то, что вы делитесь нашими видео в самых разных социальных сетях и мессенджерах, помогают развитию нашего канала и позволяют понять, что прилагаемые нами усилия не напрасны.